вами Юлия Сайфан, я художница. Сегодня я перевожу на русский вторую часть книги «Как усилить живопись с помощью тона». Ссылка на первую часть книги будет в описании. Сегодня речь пойдет о характеристиках цвета. Вторая глава. Тон и цвет. Портрет кисти Кинслера. Кинслер пишет на подготовленной поверхности, чтобы контролировать тон. Используя подложку среднюю по тону, он может начать писать как темнее, так и светлее, чем сама подложка. У цвета есть 4 характеристики. Оттенок, то есть наш цвет, пигмент или краситель. Интенсивность – это яркость. Тон – насколько цвет светлый или темный. И теплохолодность. Каждый цвет на картине содержит все 4 элемента, но нас здесь интересует тон. Есть некоторые цвета, которые мы считаем изначально светлыми или темными. На вопрос о светлом цвете мы могли бы ответить желтый, розовый или лавандовый. Темного цвета синего, фиолетового или зеленого, но за исключением черного и белого. Ни один цвет не имеет внутреннего тонального значения. Тон существует по отношению к другим тонам. Обычно мы думаем о желтом как о свете, но на картине или в той части картины, где цвета желтый и белый, желтый является более темным цветом. Иногда синий – это темный цвет, но бывают случаи, когда небо или женское платье окрашены в очень светло-голубой цвет. В одной картине может быть много разных оттенков синего, от очень темного до очень светлого. Тон цвета. В живописи не бывает светлого оттенка без сопутствующего более темного оттенка. Не существует темного без более светлого, на фоне которого оно могло бы быть отображено. Поэтому при планировании работы в цвете необходимо учитывать тон. Этот исходный цвет используется для обозначения всех остальных цветов. Это называется открытием работы. От себя добавлю. Открытие – это когда вы начинаете писать или с самого светлого, или с самого темного. Даг Доусон начинает картину с выбора 3 тонов цвета – светлого, среднего и темного, а затем разделяет весь рисунок на области этих 3 тонов. Он говорит, что сами цвета не так важны, как тональность. В работе «Такси в снежную ночь» самый темный янтарный цвет. Цвет очень светло-желтый, средний тон – охра. По мере того, как он пишет работу, он добавляет к первоначальным 3 цветам еще цвета, которые близки по тону к этим 3 тонам. Доусона не беспокоит, что небо действительно коричневое. В своих ночных картинах он знает, что небо темное, и любой темный цвет будет хорошо сочетаться с бликами фар на снегу. Именно соотношение по тону, а не сами цвета, дает нам ощущение сцены.
Тональные отношения также влияют на то, как цвета смотрятся один рядом с другим. Если вы разместите два цвета контрастных по тону, они будут рядом смотреться очень отчетливо. Например, если вы нарисуете светло-зеленый цвет на красном, на темно-красном, эти два цвета, очевидно, будут отдельными. Однако, если по тону они одинаковые, они будут казаться смешанными. Это верно даже для таких разных цветов, как дополняющие друг друга. Это верно даже для таких разных цветов, как дополняющие друг друга. Если вы поместите штрихи среднего красного цвета рядом со штрихами среднего зеленого цвета, отойдите от картины, и цвета оптически смешаются до средне-серого цвета. О картинах Даг Доусон, «Такси в снежную ночь», пастель. Он начинает картину с разделения изображения на большие массы трех цветовых оттенков. Он использовал темно-коричневый цвет для темных фигур масс вверху, внизу и справа. Для среднего оттенка в центре композиции он использовал охру, а для светлого оттенка фар желтый с белым. Марк Михафи, акварель. Он создает каждую область цветового оттенка в своих картинах, распыляя крошечные точки акварелью разных цветов. Они оптически смешиваются друг с другом, так как имеют одинаковый тон. Среди начинающих художников бытует мнение, что для любого предмета существует правильный цвет. Они ищут подходящий красный цвет для яблока и правильный желтый цвет для банана. Почему-то есть сложная уверенность, что существует только один правильный цвет кожи. На самом деле существует много разных и неожиданных цветов, которые можно использовать в любом разделе картины, и пока оттенок и теплохолодность подходящие, оттенок не имеет большого значения. Джоди де Пью Маклин создает различные области своих картин с помощью отдельных цветных мазков, которые визуально сливаются. Она пишет кожу людей красным, оранжевым, фиолетовым и зелеными цветами. Смотрите на портрет кисти Дебры Дайхлер. Каждый участок кожи состоит из множества цветов: красного, желтого, коричневого. От светлых участков почти без пигмента до очень темных, почти черных участков в тени. На черно-белой фотографии видно, что именно грамотное использование тона делает фигуру цельной и реалистичной. Теперь перейдем к картинам Джоди де Пью Маклин «Пастель». Поскольку ее больше всего заботит выразительность своих картин,
Маклин выбирает цвета из-за их эмоционального воздействия, а не из-за правильности. Она говорит, что если правильный тон, подойдет практически любой цвет, даже для оттенков кожи. Дебора Дайхлер «Масло». Она обнаружила, что для того, чтобы нарисовать реалистично выглядящие тона кожи, необходимо использовать множество разных цветов, а не один базовый цвет кожи. На черно-белой фотографии видно, что тон варьируется от почти черного до почти белого. Черный, белый и серый. Чистый черный настолько мощный цвет, что многие художники вообще его избегают. Можно создать ощущение черного цвета, даже не используя сам черный цвет в своих работах. Однако некоторым художникам нравится использовать полный диапазон по тону от чистого черного до чистого белого. Одной из таких художниц является Кенда Хиян Джуп, которая использует контраст черного и белого с блестящими акварельными пигментами. Она работает с черным цветом в своих декоративных картинах. Сначала наносит на бумагу все остальные цвета, затем она рисует непрозрачный черный цвет, чтобы другие цвета выглядели сильнее. Художники имеют разное мнение на использование чистого белого цвета в своих работах. Акварелисты оставляют неокрашенную белую бумагу для самых светлых участков своих работ. Но художники, которые используют другие техники, считают, что белый нужно использовать с осторожностью. Художники, работающие пастелью, часто работают на цветной бумаге, а художники, работающие маслом, часто работают на тонированном холсте. Те и другие заранее избавляются от чистого белого цвета. Возможно, самый богатый и самый недооцененный цвет, доступный художникам, это серый. Помимо простого серого, полученного путем смешивания черного и белого, дополнительные серые могут быть получены путем объединения двух дополнительных цветов. Комбинации красного и зеленого, синего и оранжевого, фиолетового и желтого создают разные оттенки серого. Картина слева называется «Белые тигры», Кендалл Ян Джаб, акварель. Упражнение «Цвет без тона». Выберите от 3 до 5 цветов одного тона. Все они могут быть светлыми, средними или же темными, но по тону одинаковыми. Как же проверить, что эти цвета близки по тону? Прежде всего можно положить один мазок рядом с другим, мазки разного цвета. И так вы увидите, если они как бы сливаются вместе. Или же можно сравнить это со шкалой серого. А еще можно посмотреть на эти цвета через кусок прозрачного красного пластика. Нарисуйте что-нибудь, не разбавляйте и не меняйте каким-либо другим образом цвета. Как можно ближе по тону, но разные цвета. Картины справа в развороте. Салли Стенд, пастель.
На этой картине много белых предметов головных уборов, обуви, одежды и волос. Однако в этой картине использовалось очень мало белой пастели или вообще не использовалось. Вместо этого светло-голубые, лавандовые, зеленые, розовые и желтые штрихи составляют белые области. Теперь картина внизу. Пэт Бергер, акрил. Цветовой ключ к этой картине, в которой написано «Бездомная женщина», это серый цвет. Здесь раскрывается порядок работы, тон или цвет. Есть три основных подхода к цвету и тону картины. Первое – это монохромный подмалевок. Традиционно это делалось путем тонального подмалевка коричневым цветом. Здесь идет речь о масляной живописи. Начинали работу с тонирования, проходясь очень тонким слоем коричневого цвета. Следом важные линии формы были обозначены штрихами того же коричневого цвета. Таким образом создавался монотонный подмалевок, показывающий расположение всех основных форм и тона. В качестве подмалевка можно использовать любой цвет – серый, синий, фиолетовый, красный или же зеленый, чтобы быть уверенным, что ваш однотонный подмалевок будет гармонировать с нанесенными впоследствии цветами. Спланируйте заранее основные цвета картины. Можно писать на подмалевке, пока он еще влажный, и позволить первоначальному цвету смешаться с последующими мазками. Или же можно дождаться, когда подмалевок высохнет, а потом записать его прозрачной лессировкой. Некоторые художники, отталкиваясь от классической схемы, постепенно лессируют слоя, доходя до самых непрозрачных лессировок на финальных этапах. Следующий подход – это цветной подмалевок. Второй подход композиции с использованием цвета и тона состоит в том, чтобы сначала добавить локальный цвет, не обращая внимания на тон. Красный для яблока, зеленый для груши, синий для чаши. После того, как локальные цвета для предметов и их окружения выбраны, вы можете уже думать о тоне, сделав, допустим, одну сторону яблока темнее, другую светлее. И так с каждым предметом и окружением в натюрморте. И третий подход к живописи а-ля прима. Это значит писать так, как видишь, сразу, без постепенного подхода. Итак, некоторые художники медленно создают цветовую гамму, используя свои лессировки. Другие же, напротив, пишут сразу, как есть, по цвету и тону. О картине справа Скотт Прайер «Масло». Прежде чем он приступает к работе над картиной, он использует предмет с помощью эскизов, фотографий и общих наблюдений. Он один из художников, который начинает с одного угла картины и просто покрывает тонким слоем краски весь холст. Сьюзан Шаттер, акварель, пейзаж внизу.
Она работает а-ля прима. Прежде чем приступить к созданию своих монументальных пейзажей, она в небольших исследованиях определяет цветовую форму. Это значит, что она делает предварительные эскизы. Первую главу я разделяю на две части. Если хотите продолжение, непременно мне об этом сообщите в комментариях. Поблагодарите меня лайком, отзывом и подпиской.